Всем привет! Для некоторых будущих проектов мне срочно понадобился шлифовальный барабан. В этом видео расскажу, как я решил свою проблему. Есть масса способов, как его изготовить. В моем случае было проще всего сделать шлифовальный барабан на базе самодельной стойки для дрели. У меня на канале есть обзор на эту стойку, если кому интересно. Итак, чтобы изготовить шлифовальный барабан, я взял квадратный деревянный брусок длиной 200 мм, толщиной 90 мм, шпильку М16 и нашел вот такой вот подшипник. Наружный диаметр 42 мм, внутренний 15 мм, толщина 13 мм. Шпилька немного проточена наждачкой, и подшипник свободно на нее садится. Для того, чтобы внедрить подшипник в столешницу, понадобятся коронки по дереву. К сожалению, в наборе нет коронки на 42 мм. Есть на 38 и на 44 мм. Меня эти размеры не устраивают, поэтому я возьму другой набор. В нем те же самые размеры, но у этих коронок можно развести немного зубы. И из 38 сделать 40 или даже 41. Останется немного расточить отверстие под подшипник. В столешнице уже просверлено отверстие большего диаметра, чем направляющее сверло у коронки. Поэтому прикручиваю дополнительно кусок ДВП, чтобы обеспечить центровку сверла. Забиваю через деревяшку подшипник в столешницу. Сверлю отверстие под шпильку. Максимальный диаметр сверла, которое можно воткнуть в патрон, не превышает 13 мм, поэтому шпильку нужно слегка обточить. Примеряю шпильку, все встает идеально. Вибрации никакой нет. Чтобы меньше пришлось обтачивать брусок, подрубаю углы топором. Далее промазываю отверстие в бруске клеем ПВА и вкручиваю шпильку. Устанавливаю эту конструкцию на место. Теперь надо придать бруску ровную цилиндрическую форму. Завалялась у меня вот такая штуковина. Это упор для резьбы по дереву. Да, в принципе, не важно. Главное, сейчас она идеально подойдет для обтачивания барабана. Примерно вот так она закрепится и будет использоваться как упор для резцов. Грубо обточу вот этим резцом. Затем придам окончательную форму вот такой стамеской. К ней я прикрутил две пластинки, они нужны в качестве ограничителя. Далее увидите, как это работает. Упор закреплен. Приступаю к обтачиванию. Настраиваю вылет у стамески и точу дальше. В конце шлифую наждачкой.
Беру полосу наждачной бумаги. Это 16 номер на матерчатой основе. По другой классификации это примерно как 80-ка. Оборачиваю цилиндр. Отмечаю карандашом, где надо будет отрезать лишнее. Получается вот такой ромб. Длина цилиндра 200 мм, диаметр 78 мм. Чтобы его обернуть, понадобилась полоса шириной 135 мм и длиной 580 мм. Чтобы зафиксировать наждачку на барабане, использую саморезы. Под них сделаю небольшие углубления. Теперь прикручиваю наждачку к барабану. Шлифовальный барабан готов. Устанавливаю его на место. Отлично получилось, биения практически нет. Древесину шлифуют довольно резво. Теперь можно будет обтачивать относительно крупные вогнутые детали. Ничего уникального в этом видео я вам не показал, но возможно в какие-то моменты внес больше ясности. И теперь вам будет легче сделать подобную штуковину, когда она вам понадобится. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!